Да, конечно, в Украине после Ирландии очень жарко. Я сегодня вообще мокрая была, пока сходила на новую почту, забрала свою посылку. Курочки на меня смотрят. Я уже и забыла эту жару. Ну так классно почувствовать, когда с тебя все течет. И что вот вечер, сейчас сколько часов? Часов 6 вечера. Просто вот я в шортах, футболке, мне жарко, прям очень жарко. И обещают на той неделе еще жарче. Я уже забыла, но очень хотелось погреться. Тут у бабушки киса. Котят недавно родила. Ну, уже не недавно, они уже большие. Бабушка, мама отдала. Одного оставила для Евы. Привет, красавица. Какой у нас песик еще. Дрыхнет, да? Жарко тебе, пупсик? Жарко тебе? Родька мой уже его затискал, уже прям садился на него сверху, ругала его, говорю, задушишь. А он позволял, вначале погавкал на нас, когда мы только зашли, а потом позволял с собой все, что хочешь делать. Здесь у мамы арка с виноградом, разные такие сорта столового винограда. Столовый, если я не ошибаюсь. Это персиковое дерево. Здесь мама всякие кустарники, розочки уже отцвели. Гараж. Расскажу вам немножко о наших приключениях. У нас рейс вчера был. Должен был быть без 5-12 ночи. Мы добрались. Нас подвезли к Балиброфи. Час мы ехали до Дублина, потом сели на экспресс-автобус, экспресс-аэропорт. Заплатили мы 15 евро за всех. Сразу, быстро тоже, минут 40 где-то мы ехали, 35, где-то так. И после этого, конечно, это у меня второй раз. Первый раз мы летели в Ирландию. И когда мы прилетели, понятно, состояние было такое, я еще тогда ничего не разобралась толком, аэропорт даже не рассмотрела. Такой стрессовый был перелет первый. И сейчас нужно было все искать, конечно, аэропорт больше, чем в Кишиневе, и поэтому так, я волновалась немножко. Ну ничего, мы с Марком справились, Марк мне где-то помогал, он хорошо ориентируется, внимательный. Разобрались мы. И наш рейс задержали на час. Конечно, это было очень тяжело, потому что Родька уже спал, он, бедный, мучился. Потом мы подорвались, стали, ну что, уже вроде как стояли у стойки регистрации, но потом мы увидели, что самолет подлетел, но пока вот все это выгрузили, людей, чемоданы. И, конечно, они на мне висели, уже мы стояли в очереди, чтобы быстрее было. Ну вот как раз ровно час. Но Родька уже, конечно, сразу, как только сел, там, ну, может, минут 10, и он уснул. Получилось так, что Родька сел отдельно у окна. У нас 3 сиденья были рядышком, и одно было среди вот 3 напротив. Напротив. Там он сидел, был парень с девушкой, а он себе выбрал место возле окна. Ну, нормально. Обычно Родька, конечно, ко мне. Он вот это рядышком, а тут нет, что-то самостоятельно. Наверное, он уже натискался меня, пока вот это мы ждали, и решил, что уже не надо, нормально. Главное, что возле окна. И потом через время уснула Ева. Марк не хотел долгое время, говорил, что он не будет спать, но потом, конечно, уснул. А я промучилась, вроде как пыталась уснуть, но не смогла, потому что маленький ребенок плакал весь перелет. Не знаю, что мама его не могла успокоить. Это, конечно, был стресс. Я даже не спала, это что-то такое какое-то полуобморочное состояние. Мне дети подорвались резко, Марк вообще не понял, что произошло, где мы, что мы. Ну, нормально. В принципе, слава богу, благополучно перелетели. Я заказала заранее, договорилась с маршрутчиком,
частные у нас здесь перевозки есть, много кто занимается. Я договорилась, чтобы нас сразу с Кишинева забрали, потому что в прошлый раз, когда мы летели в Украину, я добиралась на такси вначале, потом мы ехали, садились в рейсовый автобус, который шел с Одессы. А здесь мне девочка подсказала, у нас есть группа в нашем городе, и я там договорилась, в принципе, цена такая же самая, как и с 2 вот такими пересадками. И он нас, в принципе, ждал уже на час, конечно, мы задержались, но хорошо, подождал. И мы достаточно быстро, то есть в таможне мы ожидали, что, возможно, будет долго. Нужно было пройти вначале молдавскую границу, потом уже украинскую. И мы где-то полчаса на одной границе, полчаса на другой. В общем, мы доехали за 3,5 часа. Мы с Марком так и не уснули. Младшие уснули быстро. Там как раз классно было, можно было полностью опустить сиденье лежа, потому что в самолете, конечно, они скрюченные, и вот так оно чуть-чуть опускается, но это невозможно. Конечно, они там мучились. Ну, Родьке не помешало, Ева мучилась. И здесь они практически лежали, скрутили себе и спали. Мы вышли с Марком, вышли на заправке, купили плацинды, я соскучилась, у них национальные блюда Молдавии, и я купила несколько, Марк себе сосиску в тесте, и, в общем, мы перекусили, а младшие так и спали, они так и не кушали, потом они уже практически, когда мы уже вторую границу перешли, они уже полностью проснулись, и мы думали, будем где-то в 11, а мы были в половине 11, быстро доехали, получается 3,5 часа. Ну, вроде как бы такое приличное по времени, но мы даже не почувствовали, наверное, после всех этих скитаний. Ну, вроде бы на самом деле не слишком долго, но перелет это очень тяжело, особенно когда это ночью. Конечно, первый раз я больше реагировала, меня, помню, уши заложило. Такое состояние было. Здесь немножко подташнивало, Ева жаловалась, у нее ушко побаливало одно. Но, в принципе, вот это мы ротиком дышали, глотали, в принципе, обошлось. Я так по своим даже ощущениям, что второй перелет оказался легче, чем первый. Посмотрим, как будет третий, когда будем обратно возвращаться. Ну, в общем, я сегодня сходила, прогулялась, говорю, на новую почту. Вообще... Так, с удовольствием. Почувствовала на себе зной. А малые пошли сейчас с мамой на площадку, мороженое. В общем, я сейчас в тишине наслаждаюсь. Когда приехала сразу, вот знаете, как будто бы, когда ты не в напряжении, ты все равно отвечаешь за детей, ты за ними следишь. Это где-то подсознательно. Я не могу расслабиться вот так в дороге. Как только доехали, все, я покушала, и меня сразу на сон. Я прям отключилась на часа 2. Ну, конечно, еще все равно сонная, но мне полегче стало. Прям так хорошо. Прям так хорошо нужно было. Сейчас наслаждаюсь тишиной, а дети там с бабушкой веселятся. Наш отпуск такой вот очень планируется, очень насыщенный, потому что очень много нужно решить дел и по здоровью, и покупок совершить, и договориться о Марко школе тоже. Много важных дел. Сейчас такой зной уже спал, и так вот очень-очень тепло. Ну, жарко, но не зной. Прям классно, птички поют. Будет, наверное, допоздна тепло. Это, конечно, наслаждение. Я иду на процедуры, иду на свою бывшую работу. Там сейчас меня моя подружка встречает. Записалась я на общий релакс. Это скрабирование. Нет, вначале бочка, распаривание бочки, потом скрабирование, а потом общий массажик. Сейчас вам покажу. Уже 1,5 года не была. Как это сейчас выглядит. Солнце, конечно, шкварит вообще. 2 часа дня. 2 часа дня. И, конечно, такой контраст вообще. Вот я подхожу. Ох, у них так красивая новая наклеечка.
покажу вам ближе. Догляд, відпочинок, оздоровлення. Красиво. Похорошело у нас. Вот так. Это мы у брата в гостях. У них вот такой шикарный бассейн. Вот такой домик у них. Нет, я не хочу. Такая у них своя территория. Нет, я не хочу мочить воду. Только Лисе не показывай, Майк. Не показывай Лисе такое, Майк. Не надо перед Лисой это делать. Всем привет! Сегодня пятница. Уже почти заканчивается неделя нашего пребывания в Украине. Я с первого же дня такая вся забеганная. Очень много дел надо решить. Мы с Марком с понедельника ходили на физпроцедуры. Сегодня сходили к врачу, он назначил еще кое-какие процедуры. Вот уже по 2 физпроцедуры делаем. То есть мы каждое утро на 9 утра ездим и ходим вначале туда, а дальше уже дети или домой, или бабушка их водила в бассейн такой у нас возле лимана в городе, такой как детский бассейн, обработанный, большой, с горками. Они там покупались. Это воскресенье или понедельник, я уже не помню точно. Потом, куда еще? Ну так, каждый день мороженое. А я сегодня вот вторая процедура массажа. Первый день сходила на релакс, я показывала. Вчера я на спинку ходила к девочке. А сегодня уже общий массаж. Никогда не думала, что будет такая жесткая адаптация. Ну, для сравнения, да, в Ирландии 20 нет, а здесь, наверное, 40 точно. Просто зной. Каждый день. Ну, вот уже мы неделю дождей нет. Конечно, вот такое ощущение, что ты в пустыне Сахаре. Первый день я, конечно, радовалась, было так классно, я наслаждалась этим теплом. А вот уже буквально, я почувствовала так, хорошо почувствовала. Это, наверное, 2 дня назад, особенно вчера, я почувствовала, что у меня где-то какие-то внутренние отеки. Особенно это ощущается в ногах. То есть к концу дня я просто на стопы наступать не могу. Боль ужасная. Так, вроде бы ничего, но и тоже и головокружение вчера было. И я понимаю, что это резкая смена климата. Ее раньше не было настолько. И мое тело, конечно, оно в принципе не отдохнуло, потому что я с первого же дня по делам. Ходили, то договорилась, педикюр, маникюр, парикмахерская. Хотели решить вопрос с ортодонтом.
И так получилось, что наша ортодонт родила только вот 9 числа. И, конечно, облом. Сейчас ищу кого-то еще. Не знаю, если у нас еще есть в городе нормальные ортодонты. Не уверена, но, по крайней мере, для меня девочки спросят. Это то, что мы хотели решить. Но с Марком мы решили все, что надо было. А вот, конечно, со стоматологом нет. Потом плюс еще надували бассейн, здесь купались. И сегодня мы едем на море. Это там, где безопасно, где разрешили. Сегодня я договорилась, мамина знакомая подвезет нас на машине. Мы на какое-то время поедем. Посмотрела детям рюкзаки. Классные. Дешевле. Где-то за 25 евро, где-то получается 1000 гривен. Такие класснючие. Я такие искала в Ирландии, но не видела. На сайте тоже я не видела такие, чтобы за адекватную цену, и тем более оно не видно. Нельзя пощупать. Вот, поэтому буду, наверное, тоже брать здесь рюкзаки. Так что вот так у нас продолжается. Вот уже неделя пролетела. А я вся в движении активном. Все нужно успеть.